Я продолжаю расхлебывать приключения Chevrolet. И сегодня буду делать замену ГРМ, так как во время аварии ГРМ порвало. И сейчас непонятно, в каком состоянии двигатель. Нужно сделать замену ГРМ и проверить двигатель. Ну и возможно получится его завести. Так что начинаем. Так, первым делом буду снимать колесо, чтобы увеличить доступ до коленвала. Дальше нужно открутить болт коленвала и снять шкив коленвала. За ним будет находиться шестеренка, на которой держится ГРМ, и на ней есть две насечки. Вот их нужно между собой соединить, чтобы они четенько друг с другом совпадали. После того, когда на коленвале выставили метки, необходимо выкрутить первую свечу и посмотреть, в каком положении находится поршень в первом цилиндре. Он должен быть в верхнем крайнем положении. Вот туда нужно посветить фонариком, и сам поршень должен быть виден. Я уже установил новый ремень ГРМ и показываю далее меточки, по которым нужно выставить. На одном распредвале есть меточка выпуклая, а на другом есть меточка вдавленная. Вот их нужно выставить четенько на одном уровне. И чтобы меточка на коленвале также четенько стояла на своем месте. После чего натягиваем это все роликом натяжителя. После того, когда установили новый ремень ГРМ, необходимо проверить все три меточки, чтобы они находились на своих необходимых местах. И после чего вручную провернуть один или два цикла коленвала, чтобы пройти полный цикл по двигателю. И в этот момент нужно слушать, чтобы не было никаких посторонних звуков внутри двигателя, стуков, и также не было больших провалов во время прокручивания коленвала. Ну, поехали, сделаем цикл. Один цикл по двигателю провернул, крутится отлично, с такой умеренной сопротивлением, что означает, что компрессия присутствует. Никаких посторонних звуков я внутри не услышал. И дальше можно заводить. Но до этого еще нужно дойти. Нужно заварить поддон, залить масло и пробовать заводить. Так что продолжим немного позже. Ну что, прошло 2 дня, и у меня выпал выходной. Лезу под машину раскручивать и снимать поддон двигателя. Фу, ну что я могу сказать? Чувства, конечно, там лежать стрёмные. Только и думаешь так, лишь бы не свалился мотор на голову, лишь бы не упало, лишь бы не придавило. Скачкова! Так, осталось еще 2 болта. Головка на 15. Ну, погнали. Один, а второй подальше. Залезть еще.
максимально неудобно все делать, потому что машина стоит на улице. С ямой, конечно, было бы в разы легче. Полчаса мучений, и поддон с двигателя снят. Теперь видно четко, какое повреждение. Нужно сейчас будет вымыть поддон от грязи, от песка, от масла и отдать аргончику, чтобы он это все заварил и отшлифовал. Ну а дальше ставить на герметик назад поддон и заливать свеженькое масло. Так, аргончик заварил, все красиво. Иду ставить на свое место. Нижнюю часть двигателя также почистил от старого герметика, обезжирил. И сейчас буду приступать к монтажу поддона двигателя. Уже прикрутил поддон двигателя, установил аккумулятор и сейчас буду заливать свежее масло. Так, сейчас чуть-чуть опустится, проверю по уровню и долью. И будем заводить. Переживаю, конечно, так как 2 полноценных дня я возился с двигателем. Эх. Шевролик. Хорошая была тачка. Ну что, сейчас буду заводить двигатель 1.8 от Chevrolet Sonic. Штаны снял, катализатора нету. Здесь должен быть огонь, а двигатель, надеюсь, в исправном состоянии. Так что погнали. Но я очкую. Съемка пошла. Буду пробовать заводить. Ну, давай, дорогая. Ай, что-то цокнуло. Так, съемочка пошла. Наступил новый день, выпал снег. Пробую, попытка номер 2. Короче, вот и все. Не завелся? Ну, непонятно. Так, съемочка пошла. 3-я попытка. Пробуем. Оно не ебанет? Не должно. Давай, если что, огнетушитель есть. Что было? Огонь был, дым был. Еще разок, еще разок.
Я продолжаю издеваться над Chevrolet. И все-таки получилось запустить двигатель. Но хотелось бы, чтобы он поработал дольше. В общем, я первый раз, когда пришел, просто были какие-то щелчки, не заводился. Второй раз пришел, стартер уже крутился, но двигатель не заводился. И вот с третьего раза двигатель завелся, чуть-чуть поработал и заглох. Мне кажется, какие-то проблемы с электрикой. Потому что двигатель прокручивается, все работает четенько. Двигаемся дальше. Мучаю Chevrolet дальше. А вы смотрите видосики и комментируем. Пока.